Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет Live. И сегодня мы будем с вами разыгрывать 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются они ежемесячно у меня. Сейчас я проверю, есть ли звук, есть ли видео. Если все есть, то жгем. Самое основное, к сожалению, в 4К стримить я не могу. Мой драйвер сказал, что я ему не нравлюсь, ну и в топку. Это не главное, самое главное, что вы на картинке сможете лицезреть розыгрыш. И по большому счету все самое важное, можно сказать, здесь. Пишите, у кого какие вопросы. Сейчас я единственное закину все это дело в Telegram. Больше 30 минут я у вас не отниму. Пишем, кто хочет поздороваться. Но в основном, опять же, поздороваться можно в телеграм-канале взаимопомощи. Нас там сколько? 8000? 50 человек уже. Я надеюсь, что до десятки мы доберем. Единственное, там 1000 забаненных, почти 970. Потому что, напоминаю, ссылки запрещены, мат, хамство, политические какие-то вещи. Все это не про мой канал. Каждый должен заниматься своим делом. Тогда все будет норм. Опять же, кто хочет сказать что-то по поводу политических вещей, welcome, я вас забаню, мой канал, мои правила, правильно? Следующий момент. Привет, хочу Mi Band, Фокс, так это отлично. Дмитрий, МТ, Артем, Димодзи, Денис, Инферно. Еще раз, кто не в курсе, меня зовут Саня, канал Польза.нет. Апоссум, отдельное тебе привет. Инферно, привет. Денис, привет. Сразу по поводу покупок. Кто не понимает из того, что я говорю много, особенно на в телеграм-канале, когда выгружаю какие-то вещи из разряда много надо прочитать, либо много послушать, и у меня там отдельные ролики по 7 минут, есть и по 12. В первую очередь, на Алиэкспрессе сейчас нельзя в глобале расплачиваться санкционными картами, такими как Сбербанк, ВТБ. Я не беру моменты, как многие рассказывают, через виртуальный кошелек, еще что-то. Вот если напрямую брать карточку, вы не расплатитесь. Можно платить через Киви. Второй момент. Всем можно расплачиваться на Тмоле. Это глобальный Алиэкспресс. Третий момент. Киви впервые за последние 2 месяца на выходные у них все время курс выше у доллара и в вечернее и ночное время. И впервые за эти 2 месяца курс Киви на доллар менее выгоден, чем, собственно, курс Алиэкспресса. Сейчас выгоднее покупать за рубли. Проще говоря, если вам нужно купить на Алиэкспрессе и у вас нет карт несанкционных банков, вы закидываете рубли на Киви и платите рублями, не долларами. Долларами невыгодно. Надеюсь, кто-то что-то понял. Не забываем прожать лайк, и после преинформатного будет помогать смотреть за аритмией. Хотелось бы, ничего не понял, но очень интересно. А сейчас единственное 5 секунд запостю информацию по поводу стрима на основной канал, и мы, я думаю, через минут 5 также сможем начать наш розыгрыш. Почему? Потому что, я 2 стрима проводил, они были 17 и 2 апреля, меня все-таки, как это называется, развели прямым текстом, скажем, на политоту, и это ничего хорошего в этом не было. Вот сейчас я вам порассказываю по железкам из того, что мне придет. Я думаю, кому-то интересно. В первую очередь мне уже розыгрыш. Мне уже пришел в Россию Neo 3, Realme Neo 3, Realme 9, Narza 50 и Xiaomi K50 Pro. Redmi 40S мне до сих пор даже не выслали. Еще пару смартфонов не выслали. Это из свежего, из интересного. Есть еще, как всегда, море неинтересного. Допустим, Oppo этот бедный тестирую. Тестирую я помимо этого еще несколько смартфонов из разряда мракобесных инфиксов. Я под конец мая, наверное, выгружу, потому что раньше, не знаю, мне надо вот сейчас, это всегда лето, весна, ужасное время для техноблогинга, не считая пандемии, не считая того, что, в принципе, крупный бизнес делает сейчас деньги совсем на других вещах, мы об этом прекрасно знаем. Что медиа, что все остальные. Так же, как медиа понеслась все прямиком не знаю, в дно, в общем. Все, кто должны, все поймут. Пользуетесь ли Huawei P50 Pro? Если да, почему? Нет, не пользуюсь. Я пользуюсь OnePlus 10 Pro, iPhone 13 Pro Max.
iPhone OnePlus 10 Pro продаю, рано или поздно продам, буду ходить с GT2 Realme, притом не глобальным. Ну, а там посмотрю уже. Саня, где мой Mi Band 6? Жду очень долго. Виталий, а вы мне писали ВКонтакте? Если вы выиграли, то я вам скинул... Скорее всего, вы мне писали, и я вам скинул, что вас на почте он уже давно ждет. Еще раз, если вы мне пишете ВКонтакте, пожалуйста, проверяйте снова почту. Я вам скидываю либо ссылки, либо ссылки. Вот сегодня, допустим, сейчас я проверю, кто-то мне ВКонтакте пропал из эфира. Я 3 раза стрим заводил. Почему-то у меня 68.2.0 не хочет 4К выгружать картинку. Ну, 1080p, во всяком случае, не тормозит. Вот, Саня, GT2 Pro за 51 тысячу уже таможню прошел. Хочу как второй телефон какой-нибудь OnePlus 9 RT, наверное. Норм. Дальше. Что нужно сделать, чтобы выиграть? За фар мы не оскорбляем людей, просто научиться читать и читать описание. Вот. Не хочу выиграть. Виталий, ну не тролльте меня, пожалуйста. Мы сегодня будем делать все это максимально быстро и безболезненно. Если брать какой-то новостной контент по поводу железок. То есть сейчас о чем я рассказываю. Допустим, сегодня я рассказывал о хуавеевском мониторе. У меня получается 4 монитора на канале. Из этих 4, 3 я пользуюсь до сих пор. Это 2 хуавеевских, 1 сяомишный. Плюс, скорее всего, будет еще на азусовский монитор тоже обзор. Что покупаю для себя, то о том вам и рассказываю. Если брать какие-то другие моменты по розыгрышу Mi Band'ов, только в Российскую Федерацию доставляю ввиду логистики. То есть здесь никаких... Закончится банкет, буду заказывать на Али. Сейчас возможности такой нет. Все исчезает. То, что я заказываю за границу, это, конечно, нехорошо. Меня эта история не устраивает. На почте не принимают. Не буду перечислять стран, в которые мне не получилось послать. Но у меня завис только один Mi Band 6. Адрес мне до сих пор в России не дали. Человек сказал, что рано или поздно даст. Обязательно пошлю. Когда уже сделаешь обзор на свой космический системник от оленей? Джонни Джаверс, вы в курсе, что у меня и R12 на 68.2.0, и R13 на 3090, да? Это кризис. И Sony телевизор за 300 штук, еще плойка, еще много чего дорогого из разряда iPad на 12 дюймов и iPhone 13 Pro Max, я тоже не делал обзор. Это из дорогого. Все остальное, ну вот, остальным я буду, не знаю, но это мне юзать. То есть я постепенно вам рассказываю, вам интересно, спасибо, что смотрите. Вот сегодня, допустим, хуавеевский монитор, когда наберет 10 тысяч просмотров, я сделаю обзор на азусовский монитор, уже игровой. Саня, когда обзор на К50 Pro? Хочется понюхать 9000 Дименсию. Агро, он у меня будет через дня 4 на руках. Саня, как оцениваю Vivo X70? Все, что касается Vivo V23, я взял у производителя. По какой причине я ему верну, без логичных условий ТЗ. Потому что я его увидел за 36 тысяч рублей. Так его продавали за 52. Очень прошу вам 2 вещи. Первое, ни в коем случае его не покупайте даже за 36. И вторая, так как я вам честно об этом сразу сейчас сказал, посмотрите обзор. Ну, на этом и строится канал. Как многие пишут, ощущение, не знаю, там, диванных обзоров и т.д. и т.п. У меня сейчас структура довольно простая, вы же видите. Есть стримы, вы можете прийти спросить лично у меня. Вы можете прийти в телеграм-канал, там 8000 человек, вот, болталка написано. И можете из того, что я вот, допустим, хуавеевский монитор, который сейчас стоит 86-60, покупал за 36. Телеграм-канал скидок, пожалуйста, промокодов на Али нет, но есть все еще выгодные предложения. Допустим, сегодня, внимание, на 128 гигабайт Realme 8i, не на 64, 14 тысяч рублей был, это из того, что я сегодня постил. Neo 3 26699 и бритва, помните, Midja 3 S3, которая стоила от трешки, сегодня продается на Томоле 1599. Никакого лишнего перегруза там не было. Единственное то, что Huawei Band 6 я Band 7 купил, тоже скинул. Я туда скидываю, если что-то нахожу. Доброго стрима. Стоит ли брать Mi Band 6 или дождаться 7-го? Можно так 8-го, 9-го, 10-го, 11-го ждать. Елена, не стоит покупать Vivo V23. Вот, вообще ничего из Vivo не стоит покупать, вы не перепродадите. И это и есть ответ на вопрос по поводу, стоит ли покупать V70. Vivo X70, Сергей, нет, вы не продадите. Планируешь ли делать обзор на электронные читалки? Может быть.
Влад, когда итоги розыгрыша? Всем, кому приходится себя заставлять и смотреть мои стримы, вы можете не смотреть их. Допустим, последние стримы я закрывал в сообществе на основном канале Пользы.нет. Его просто найти. Черный кружочек, красная надпись. Можете просто вбивайте Пользы.нет. Там в сообществе будет перечень победителей. И все. Всем привет из Луганска. Когда мне достанется браслет? Сергей, не знаю. Все зависит от положения звезд. Это тогда, когда ты идешь по дороге, а на дороге выбоины, и едешь ты по выбоинам с выбоины на выбоину. Шац, вы меня улыбнули, спасибо. Всем привет. А я, Саня, уже 3 года хожу с Honor 20 Pro, и мне, старику, вроде хватает. Андрей, я ходил с Huawei P20 Pro, и привет, кстати, особо рад тебя видеть. Я бы с ним и ходил, если бы не разбил его. Что скажешь по Oppo? Любой телефон Oppo, вот допустим это как только ты выходишь из магазина, X2. Oppo Reno 6 я продал ровно в 2 раза дешевле, юзанный неделю, и то был очень рад. Почему? Потому что Oppo, как и Vivo, никому не нужны. Welcome, вроде бы BBK, Realme, Narza и подобные OnePlus уходят на ура. Если ты покупаешь что-то Oppo или Vivo, то считай, ты покупаешь шлакоблок какой-нибудь в плане маркетинга. То есть на Авито ты его нормально не продашь. Друзья, может быть, опять же, это мой user experience. OnePlus Ace или копирка Neo 3. Дмитрий, хочу купить, жаба душит. 36 тысяч рублей за Дименцию. Какая бы она ни была, но это прям овер. Даже я вроде постил скидку. 150 ватт зарядка, да, круто. Но вот как блогер, может быть, я и куплю, чтобы рассказать. Если я сегодня продам Asus свой, вот. Если брать вот как Homo sapiens, Homo erectus, ну почему не 9RT купить, глобалку? Зачем извращаться? Тоже 36, 34 даже. Я не знаю, далеко для меня. Привет из Луганска, Максим, и вам привет. Саня, что скажешь про Samsung S22? Ничего. Что тестировал, все на канале. Я покупал Samsung больше 10 штук для того, чтобы сделать топ-10. Топ-10 сделал. И, в принципе, все, про них забыл, потому что то, что сейчас, S22 я продал, S22 Ultra, на Ultra я потерял 15 тысяч при перепродаже. На S22 выиграл 15. То есть плюс-плюс. Но, опять же, мне с S22 повезло, я его, можно сказать, в магазине выбил, потому что предзаказы не выдавали при мне. Дальше, что скажешь про камерафон? Продал уже Samsung A52 у жены, а с альтернативой не можем определиться. Xiaomi поняли, что не вариант. Почему Xiaomi 11T? Почему не вариант? Хороший телефон. Здорово, Саня, с праздником X1, вас тоже. Сергей Чапаев, Oppo Enco Free 2 или 2i? Плюс-минус одинаково. Ну почему они не сделали Neo 2 в теле GT-ME? Потому что шац, у каждого свое видение того, что кому нравится. Кикэс, привет, брат, тебя слышать. Ты говоришь с позиции продавца. Обычному пользователю, который не перепродает телефон, а юзает до смерти, подойдет Vivo или Oppo. Нет, нет, еще раз нет. Я говорю с позиции человека, который юзает Oppo, и вам он наскучит. Ну как бы, я не знаю... С позиции продавца. Я говорю с позиции человека, который, если ты купил какую-то вещь, ты можешь ее перепродать. BBK это Realme, OnePlus, Oppo и Vivo. Если Oppo и Vivo не берется, не покупается в России никак, то зачем себя обрекать и не купить тот же Realme, который дешевле, либо OnePlus, который классом выше? Ну ладно, они окей, с Vivo на одной жердочке. Я рассуждаю не с позиции продавца, я хожу не с Oppo. Хотя у меня был Oppo Reno, Oppo 9 Pro. Помните, я купил его там за 90 космических тысяч. Нашелся человек, который у меня его выкупил. Я безумно рад. Там я, по-моему, потерял 6 тысяч рублей. Но на всем вот таком шлакоблочном в районе 20-ки, Oppo или Vivo, ну смотрите сами, Авито. Саня, как ты оцениваешь смартфон Realme GT Neo Flash Edition? Хей, я очень надеюсь, что большинство, кто меня смотрит, не будут мне писать по поводу топов ближайших. Почему ты не пишешь Neo 1 какой-нибудь там Flash Edition в топе? Друзья, им год. Я понимаю, что я относительно себя рассказываю, я покупаю все в китайских версиях. То есть только вышло, я купил, и для меня этим смартфоном уже год. Они морально устарели. Да, может быть у них такое же железо, но когда ты покупаешь даже этот смартфон, неизвестно какой партии, может он полгода пролежал. Я не, ну, это абсолютно колхозный подход у меня, но вот такой. Почему за те же деньги не купить новинку? Пусть даже с тем же железом. Тебе же проще будет потом перепродавать, даже через 2 года. Дальше.
Максим, вы хамло. Матузов. Боже, зачем приходить? Вот таких у меня 10 тысяч почти человек в телеграм-канале. Дальше я жду 10C по твоей ссылке. Через 3 недели только придет в Беларусь. Евгений, это очень хороший вариант. У меня 3 недели вообще все 19 посылок стояли. И только сейчас 7 из них начало двигаться. Хотя они все сразу появились в России. F4 мне не выслали, Евгений, и, скорее всего, не вышлют, потому что это я. Но я купил и жду. Саша, как только поменяла... Опять же, это... Какое мнение? Евгений, ты можешь посмотреть мой обзор, на Redmi K50. Это Ctrl-C, Ctrl-V, Poco F4. То есть то же самое. Бэкган, Сань, GT2 убрали с Али. Да, это GT2 Pro, я писал продавцам, если у них в наличии, они сказали нет. И поэтому я не купил. Дальше, опять же, я не знаю. У них кризис же полупроводников сейчас до такой степени неясно, что чего не хватает. Это нам вроде бы всего не хватает. А остальному миру много чего тоже, каких-то мелочей может от нас не хватать, и все. Логистика-то нарушена, объемы изменены. То есть все какие-то ресурсные мелочи, которые вроде бы нам кажется, там, не знаю, Bluetooth модуль какой-нибудь, не знаю, какой-то микрочип, какой-то газ, чтобы резать эти платы, еще чего-то. Всего по чуть-чуть не хватает. И логично, что сейчас идет война за ресурсы в прямом смысле. В бизнесе это просто лютая тема, я не буду говорить про политику, но у меня есть знакомые в бизнесе, если вы знаете что-то по поводу доставок по России, допустим, через РЖД и все остальное, я думаю, вы тихо улыбнетесь, как и я. И все понимают, и не только в нашей стране сейчас полный трэш. Поэтому говорить, почему какие-то модели сейчас будут выпадать, есть продажи, и хорошо, где-то, какие-то, пусть китайские, но нет глобалки, да и ладно. Главное, что что-то допродается. Как относится к бренду Техно? Y. Что это, какая-то лабутень? Слишком много вариантов у роботов-пылесосов. Посоветуй, пожалуйста, вариант до 300 баксов. Алиев, очень просто. Джавид. Вы просто покупаете что-то от Xiaomi, либо 360+, либо Midja. Все. Любую штуку на распродаже. Желательно с лидаром. В России посылки идут до 15 дней. Евгений, да. Саш, привет, иногда до недели. Подскажи, пожалуйста, Realme 9 Pro или GT Neo 2 Pro Plus. Наверное, Realme 9 Pro Plus. Какие часы порекомендуешь до 6000? Желательно, чтобы было под музыку. Еще раз, такие вопросы. Телеграм-канал взаимопомощи. Вот там, болталка написано. Подписывайтесь, 8000 человек, формируйте запрос. Стоимость, что раньше было, какой телефон. И вот это все в мозгу своем формируйте, какие бы вы вопросы задали продавцу. И какие бы условия выдали. И кидайте туда. Можете, допустим, не знаю, в виде опроса. Только лебеди не забывайте, и все. Здесь бесполезно у меня. Что у меня можно спросить? У меня Apple Watch и iPhone 13 Pro Max. Все остальное альтернативы. Если у вас Samsung Watch Active 2, супер. Либо Watch 4 Classic. Либо я скидывал для спорта, заказал еще раз Stratos 2, получается. Там Stratos Plus с сапфировым стеклом 5000 рублей. Мечта. И вот такое поле, я сейчас вам могу бесконечно по поводу часов рассказывать, также по поводу телефонов. Что посоветуешь, Nord 2 за 31 тысячу или RT? RT. Major 4 не было на обзорах? Нет, и не интересно. Саша, как только поменяла свой смартфон на Redmi 11 5G, мои часы BIP стали часто отваливаться. Диана, это ПО от Xiaomi, welcome. Почему нет Маркуса стул взял, Рум-бум-бум, Red Bread, я не знаю, о чем вы. У меня есть еще игровой такой от Ikea, но он дома. Скоро рейтинг смарт-часов, так он был недавно. Наверное, топы все буду делать летом, давайте посмотрим. Я очень удивлен, что до сих пор не отвален YouTube, не забанен, не закрыт. И я думаю, что да, пора мне, наверное, разыгрывать Mi Band, потому что как-то где-то... Сейчас... Как-то где-то у меня сегодня
работает все. Так, почему Лабутень? Есть такой бренд, вот и ссылка. Мне не надо ссылку Y, я знаю, что это за бренд, я же говорю, это третий эшелон, мне он не интересен. То есть это что-то, чтобы я не купил для себя. Вот и все. Под каким видео ставить коммент для выигрыша Mi Band? Jomani Pro, вот сразу видно, что вы не местный. Давайте один раз пообещаю. Так, не более 30 минут. А сколько мы в эфире? Ты обещал. Какие условия розыгрыша? Елена, смотрите. В течение месяца у меня стабильно проходит какое-то количество обзоров. Их, допустим, 30 в этот раз. И на YouTube-канале Польза.нет. Вы что делаете? Вы оставляете комментарии под, можете, всеми роликами, но если они будут одинаковые, то YouTube вас забанит. Если разные, то не забанит. И вот сейчас рандомайзером я переключаю камеру на основную, получается, картинку с монитора. Мы будем разыгрывать один из этих 30 роликов выбирать. И после из этих 30 роликов 5 человек будут выигрывать. Так, понеслась. Пам-пам-пам. Переключаю. Есть контакт. Вы сейчас видите рандомайзер. В рандомайзер видите, меня не видите. Я сейчас постараюсь сделать так, чтобы я себя видел, и вы меня видели тоже. Но почему-то пока у меня не получается это дело. Так, захват экрана. Захват экрана есть. Нет у меня устройства видеозахвата. Ну и... Я себя не вижу, но это не критично. Наверное, сегодня без моего лица. Вот. 5 секунд. Деактивировать, активировать. Скорее всего, я где-то на той области, которую не видно. И которую я сейчас не вытяну. Никак. Из-за разрешения. Надо было раньше готовить, но не страшно. Проще говоря, 1 из 30. 23 ролик, 23 получается апреля. 23 апреля был. Вот он, 23 апреля ролик. Это был Xiaomi 10C. К слову, новиночка. Эту новиночку мы сначала Liza On Air Giveaway добавляем туда в описание. В эту новиночку в 10C. Чтобы максимально быстро все было. Разыграем. И вы все поймете. Сохраняем. После того, как мы сохраняем, мы этот ролик берем вот сюда. Вставляем и выбираем 5 человек. Из 282 комментариев. 282 комментария обработано. Нужно быть подписанным на этот канал, на основной канал Польза.нет. И оставить там коммент. Видите, список подписок скрыт. К сожалению, вы не выиграли Mi Band Mino. Glover Bensi выиграл первый Mi Band. Опять же смотрим, подписан ли он на YouTube канал Польза.нет Live. Он все будет очень долго загружать, я так подозреваю. Ну, мы будем доверять или нет? Или проверять будем? Лайв. Угу. Может, маленькими? Так, еще раз польза. И по-другому польза. Нет, он так не видит. Ладно, доверимся Ютьюбу. Каналы. Не хочет он искать. Потом перепроверю, если что, потом прибавлю. Польза.нет вижу. Польза.нет Live не вижу. Alt F7 или как там? Alt F7, по-моему. Или Ctrl F7. Поиск по странице. Ладно. Будем считать, что Glover Bensi выиграл. Пока по-простому. Если что, потом переиграю. Раз. Сергей Шелд следующий. Шилд. Польза Лайф есть. Второй. Я не знаю, что у меня с Ютьюбом. Но какая-то лютая печаль. Не хочет продолжать розыгрыш. Еще раз обновлю. Так, что у нас там интересно? Ctrl-A, да, Ctrl-A. Каналы. Ctrl-A. Ага. Ctrl-A. Не работает Ctrl-A. Послушал.
Бюджетники Xiaomi Underset это третий человек. Польза Life есть. Ctrl-F. Вот. Сэм Тейлор. Четвертый получается. Каналы. Ctrl-F. Так, а как у нас польза большими? Но он, наверное, должен прогрузиться. А, ну вот, польза NetLife. А здесь у нас прогрузится сейчас. И тоже Ctrl-F. Ctrl-F. Польза. Польза NetLife есть тоже подписка. Так, следующий момент, это пятый. Отто Карлович. Каналы. Ctrl-F. Я каждый раз забываю, что поиск. Ну, он есть тоже, подписки, польза Live. В принципе, банкет закончен, банкета больше нет. Поздравляю всех победивших. Я думаю, что, в принципе... Секунду. Так, в принципе, если придет какой-то новый смарт, я могу с вами провести стандартную прожарку этого смартфона. Постараюсь разобраться, чего там с 4К. Всем, кто победил, прошу мне написать вот сюда. Сейчас я скину свою страницу. Добавляйтесь в друзья. И потом благополучным образом победителя. Здесь я тоже в прикрепе напишу. Даете мне скрин страницы и адрес. Еще раз поздравляю. Все максимально штатно, много месяцев. Кто не знает и кто беспокоится о том, что у меня никто не выигрывает, еще какие-то вопросы. К вопросам, почему не так много людей, вот, допустим, в прошлый раз из 10 ми-бендов вспомнило почему-то только 10 человек. Так, вот здесь есть отзывы победителей. Обычно, вот когда 5 разыгрываешь, все 5 появляются. Neo 3 на прожарку, постараюсь. Vivo TVS 2, OnePlus Buds Pro. Jabra Elite Active 4. Jabra Elite 4 Active я бы взял, если не брать стоимость. Возьмешь Redmi Band Pro на обзор. Redmi Band Pro. У меня он был на обзоре. Вы меня недооцениваете, мне кажется, всегда. Так, Вадим Вадимов уже добавляется. На Али Сань GT3 Neo надо жарить. Обязательно. Сейчас я посмотрю, где у меня. Добрый вечер. Ты подъехал. Сейчас. Привет, розыгрыш был? Да, розыгрыш уже был. Welcome. Все бывает. Денис Сидоров. И мне так кажется, что все 5 человек сейчас появятся. Я выиграл. Олег Карташов попер сарказм. Будем считать, что он забавный. 5 секунд. Раз. Почему кружка не от Xiaomi? Поспорим, что это Xiaomi-шная кружка? Саша, как появится Mi 12 Ultra, будет обзор. Если я финансово осилю и не буду где-то в местах не столь отдаленных, притом я говорю сейчас не о правонарушениях, как вы понимаете, то да, наверное. Я говорю, я многие вещи сейчас не заказываю по той причине, что опасаюсь, что 9 мая нас всех позовут удовлетворять чьи-то потребности. Какие ощущаете, эпитеты подбираю. Дальше Саня и праздники работает. Саня, еще раз, это мое любимое дело. Единственное, почему я расстроен, ну, я думаю, вы понимаете, почему мы все сейчас расстроены. Я думаю, что только больные люди из экранов или блогеры, которые являются в очень большом количестве моментов днищем, потому что они разгоняют сейчас популярность за счет нехороших тем. Но опять же, это у каждого свое. Я считаю, что есть карма,
и все должны быть на своем месте. Я надеюсь, что я на своем. Надеюсь, что мои обзоры вас радуют. Надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь, добавитесь, может быть, в телеграм-канал взаимопомощи. И по возможности приходите на стримы. Вот. Александр очень расстроен, что вы не туда зашли. Мне кажется, что, еще раз повторяю, у меня нет вообще никаких политических штук. Много лет любой стрим можно поднять, и вы узнаете, как я отношусь к... По тебе виден нерв, Яна. Сарказм, сарказм. Будет ли обзор на Poco F4? Если мне их вышлют, то да. Сэм Тейлор, Эндерсет, Сергей, Гловер и Отто Карлович. $500 за БУ 9 Pro в отличном состоянии, норм цена. Вы не узнаете никогда состояние, отлично оно или нет. Никогда, к сожалению. То есть все равно это будет пальцем в небо. Но опять же, если вы будете брать не у блогера какого-нибудь, кто найдет мою страницу и скажет, что подписчик, я не продам. Дальше Explorer Edition, Realme GT 2 или OnePlus 9RT Moto X30. Moto X30 точно нет, человек у меня купил и плюется, пишет, что ПО ужасное, но это какие претензии? Что ты можешь купить за 23-26 тысяч рублей с 3 восьмерками плюс? Да, это корявое ПО, да, это Lenovo. Welcome. Я ничего другого не говорил. Опять не выиграл, жизнь боль. Код, ну серьезно, но мне кажется, что с точки зрения теории вероятности там было 289 комментариев. Из них половина, я уверен, даже не подписана. То есть вероятность выиграть довольно высокая была. Когда обзор Realme GT Neo 3? Когда дойдет? Дней 5, я думаю. Но я думаю, сначала я сделаю прожарку. Или сначала сделать обзор, потом прожарку? Нет, сначала обзор, потом прожарку. А то я сделаю прожарку, и никому не интересен будет обзор. Саня, что лучше, OnePlus 9RT или GT 2 Pro? Я не знаю. Я бы, наверное, 2 Pro взял бы. Чисто цена, качество, выхлоп. Подскажи самый оптимальный смарт по цене с оптической стабилизацией. iPhone 13 Pro Max. Это не сарказм. Вы понимаете, что неважно, какая у вас стабилизация написана. Если у вас написано цифровая, допустим, OnePlus 9, у него стабилизация цифровая была лучше, чем OnePlus 9 Pro с не цифровой, а с физической, с iOS. Ну вот и все. Купила для подростка Realme 8i, сомневаюсь. Светлана, зря сомневаетесь, 14 тысяч рублей на 128 гигабайт сегодня в телегу скидывал. Это просто божественный ценник и идеальный смарт для подростка. Будет ли обзор на QCY T18? Вот вы сейчас про них написали, сейчас я их закажу. Валентин, конечно, будет. У меня не было, да? Если не было, то значит куплю. Все очень просто в этом мире. Вы мне пишете, на что сделать обзор, я покупаю и делаю его максимально нейтральным. Единственное, если вам интересно мое мнение, в конце я всегда подытоживаю. И да, оно очень часто ангажировано в плане моего жизненного опыта, либо моих предпочтений. Ой, да чего вы из-за розыгрыша переживаете? Это же просто розыгрыш. Ну, люди, большинство из-за этого, может, смотрят. Snap Samsung на 3 восьмерках, что скажешь? Елена, точно нет. Samsung overprice. Вы за эти деньги можете купить просто лютое количество супер девайсов. Это OnePlus 9RT, OnePlus 10 Pro. Это еще останется. И еще раз повторяюсь, что на глобалках все. И это уже продается в больших количествах. Никаких проблем с доставкой нет. Таможни нет. Все доходит. Realme GT 2 Pro. Если хотите повыделываться, не знаю, можете... Ну, не Sams. Sams это оверпрайснутое... Давно уже. Всем привет, миру мир. Давно не попадал на стрим. Я не выиграл Mi Band за пропущенное время. Куц? Нет. Я бы купил iFig, но, к сожалению, являюсь ярым поклонником андроида. И правильно. Будешь брать Red Magic 7 Pro? Нет, Realme. Не продам. Саня, как думаешь, брать OnePlus Watch или старый уже? Дмитрий, если у вас OnePlus-овские телефоны, хочется поиграться, почему нет? Все, заканчиваем банкет. Огромное спасибо всем, кто пришел. Максимально, надеюсь, нейтральный стрим. Я, может быть, еще сделаю что-то подобное.
Постараюсь разобраться, что там с 4К. И всех победителей с победой. Всех, кто празднует праздники, а не работает там, где хочет работать или не хочет работать, поздравляю с праздниками. Надеюсь, что первомайские праздники когда-то выльются в реальный коммунистический вот этот плакат «Мир, труд, май» для всех. Ничего не хочу, кроме пожелать вам здоровья, счастья и мира. Все хотят здоровья, счастья и мира. Спасибо большое, что пришли. Подписывайтесь в телеграм-канал Взаимопомощи. Добра и удачи вам, дорогие друзья.